Что вам нужно узнать и услышать прямо сейчас? Этот расклад Таро для мужчин и для женщин сегодня откроет тайные знаки судьбы, советы, подсказки, инсайты на будущее, на ситуацию, на здесь и сейчас, а также просто позволит вам посмотреть на себя, на свою ситуацию со стороны и, возможно, принять какие-то решения, сделать выводы и поступить так, как вы хотели или не хотели, и принять нужное вам решение. И я, Алехандро, свечу зажигаю на вопрос, что важно и нужно знать сейчас. Отвечаю. Свече гореть, правде быть. Амен. Друзья, я приглашаю вас на общий расклад Таро. Потоковое чтение по вариантам, которые можно посмотреть как по вариантам, так и прослушав весь расклад от начала до конца. У нас сегодня будет 6 важных аспектов, на которые стоит обратить ваше внимание. Где-то минут, наверное, может быть 30 мы посвятим этому всему вопросу. И у вас будет 6 карт или 6 позиций. И можно еще раз смотреть от начала до конца. А можно сконцентрироваться на одной карте, на двух, на трех, на любой комбинации. 6 карт. Давайте, наверное, часики я поставлю куда-то в другое место. 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я карта будет вот здесь. А часы я все-таки уберу, чтобы они меня не занимали мне место на нашем алтаре. Да, вот так вот. Итак, друзья, уверен, что вы можете уже или что вы уже сконцентрировали свое внимание на том или ином раскладе. И давайте посмотрим. Что здесь может быть интересного для нас, для вас, точнее, сегодня. Да. Итак, первая карта. Первая карта говорит о каких-то трудностях в вашей жизни. И эти трудности, они, скорее всего, сформированы вашей судьбой и вашими обязанностями. То есть есть какая-то ваша ноша, и, может быть, вы взвалили на себя какие-то обязательства сверх того, что вы можете взять, сверх того, что вы можете выполнить, поднять, да, то есть вы на себе тянете что-то так много, что едва не падаете. И вот большой вопрос, а ваше ли это вообще? Да, вот оно ваше или оно действительно не ваше? Да, давайте детальнее посмотрим, что вам важно знать по отношению вашей тяжелой ноши, вашего груза, ваших обязательств или вашей тяжелой судьбы, да, вашей тяжелой ситуации. Вот первое, что нужно знать, это... Вообще это надо... Вот первое, что вам нужно знать по первой карте, это та ситуация, которая вас очень сильно отягощает. Ее нужно срочно прекращать, потому что она вас раздавит. Слышите, да, 10 мечей. То есть вам, по идее, настолько тяжело от этой ситуации, что хоть волком вой, хоть в ящик ложись, да. Поэтому то, что на себя вы взвалили, и оно вас давит, быстренько нужно прекратить, потому что то, что вы на себе тянете, оно может прекратить вас. Если вы прекратите, тогда что? Ну, вы как минимум вздохнете, наплачетесь, отдохнете, да, и почувствуете себя человеком более молодым, более юным, то есть сэкономите здоровье, сэкономите молодость, да, сэкономите годы жизни, может быть, даже с детьми примиритесь, или, ну, вам станет радостнее на душе, это 100%, если вы прекратите вот это вот. И вот сейчас посмотрите на эту карту,
поставьте на паузу, неважно, кто вы, мужчина или женщина, напишите, что это за ноша такая по первой карте, что это вы на себя взвалили такое, да. Окей, хорошо, если вы не прекратите вдруг, да, и вот все-таки всем врагам в кавычках назло продолжите тянуть эту ношу. Вы знаете, вы все равно остановитесь. Знаете почему? Вы не выдержите просто. Да, есть такая пословица, что каждому человеку дается только тот крест, который он может на себе тянуть. Не этот случай. У вас тут 10 мечей. Эта карта говорит: остановись, или тебя остановят равновесные силы. Хорошо, а как вам вообще поступить, допустим, если вы, не можете остановиться или сбросить эти обещания, да, но нужно. Вот как вам, компенсатор, да, какой, вместо того, что вы будете дальше тянуть? Или чем вам это объяснить другим, окружающим, или самому себе? Кроме того, что это вас убивает, да, кроме того, что это вас может, что это может вам навредить даже. Здесь объединение, это расщепляет вас. Просто здесь уже нечего объяснять. Смотрите, 10 и 3 тот же самый 13-й аркан. А больше никаких числовых арканов у нас по большому счету и нету. Поэтому смотрите, чтобы не расщепиться на молекулы, на атомы, как говорится, и остаться целостным, вам архиважно прекратить те обязательства, допустим. Не можете вы, например, платить по счетам, да? Не платите 1 месяц. Пойдите, например, если это в банк, и скажите: я месяц не могу платить. И не платите. Например, да. Или не можете вы устали вы убирать каждый день или работать. То есть есть что-то трудное. Я не знаю, может это исполнять супружеские обязанности. Может это выполнять все хотелки жены, мужа, детей и так далее. То есть вас вообще реально плющит на самом деле. И если вы это не остановитесь, вы повредите себе здоровье и свою целостность. Первый месседж такой. И это желательно прямо сейчас где-то намотать себе, как говорится, на ус. И мы переходим ко второй карте. А вторая карта, или вторая ситуация касается коллектива, группы лиц. Причем это мужской коллектив. Обратите внимание. Но даже если это не мужской коллектив, то это какой-то праздник, застолье, может быть юбилей, может быть просто отдых. И может быть это уже было, потому что оно где-то в прошлом. Может быть это вот-вот будет, а может быть это вот происходит. Понимаете, да? И, как говорится, застолье начинается с безделия. Давайте посмотрим об этом застолье, об этой группе людей. Что скажут карты Таро? Что за группа людей вокруг вас? Группа людей, которая влияет на вашу перспективу дальше. И эта группа людей может вас привести к успеху. Поэтому если у вас намечается какой-то корпоратив, попойка, застолье, юбилей, вам туда, скорее всего, идти нужно. Особенно если там будет много мужчин. И либо там есть какой-то руководитель, лидер. То есть вам на застолье с руководителем, с лидером идти нужно, это перспективно. К чему это может привести вас? К исполнению вашей заветной мечты. И к вашей мечте вас ведет один из мужчин. Вообще. Да, то есть есть вот мужчины в вашем окружении. Неважно, кто вы, мужчина или женщина. Но один из мужчин, с которым вы, может быть, общаетесь, выпиваете, пьете кофе, пьете что-то другое покрепче. Это хороший мужчина, он вам может помочь, особенно если он руководитель, особенно если он предприниматель, особенно если он бизнесмен или какой-то человек, который может повлиять на ту мечту,
которой вы идете. Хорошо, куда она приведет в конечном итоге? Ну, как минимум, к покою. Вы успокоитесь. Успокоитесь по поводу какого-то конфликта, и какой-то конфликт может быть решен через мужчину, который имеет власть, имеет ресурсы, имеет лидерские качества. И вам вообще быть с руководителем, с лидером и с главным, с начальником каким-то, да, с предводителем нужно и важно. Это покровитель ваш, как минимум. Ну и в конечном итоге это может приводить к успеху в финансах и на работе, в бизнесе и в партнерстве. Это может привести к успеху гораздо меньшими усилиями и более спокойно, чем вы думали. Ну и это даже может где-то вас и защитить от чего-то не очень хорошего, и приблизить к какой-то цели вашей. Как минимум, мужчина влияет на ваш успех, на ваше спокойствие, на ваш достаток, на коллективную игру, на правила коллективной игры и на ту игру, в которой вы в коллективе как-то взаимодействуете. И даже, может быть, на вашу перспективу, ну и на ваши цели конечные. Ну и да, в конечном итоге успех. Поэтому смотрите. Вторая карта и второй расклад. Если вы концентрировали внимание особенно на ней, то она говорит о том, что застолье, коллектив, и там, где мужчина, там, где лидер, там, где руководитель, начальник, и группа лиц, мужчин, которые особенно имеют какой-то статус, какую-то харизму, какие-то связи, они вам очень-очень нужны. Этот человек вам нужен, может быть, это даже и не один человек, а 2-3 людей, которые приведут вас в конечном итоге к успеху, богатству, спокойствию, защите и результату. Поэтому тянитесь к этой компании. Если будет приглашение на тусовку какую-то, где есть много мужчин, идите, не пожалеете. Ну, такой вот интересный поток. И давайте расклад, точнее, о чем вам нужно знать. Ситуация номер 3. А ситуация номер 3 о результате в конечном итоге. Можете сейчас прямо закрыть свои глазки, сконцентрироваться на своей цели, на своем результате, желаемом результате. И есть така українська приказка: де господар добре робить, там и поле буйно родить. Представьте себе, что вы некий хозяин какой-то ситуации, да, и пытаетесь как-то повлиять на ситуацию. Давайте посмотрим. Суть вашего урожая, суть вашего результата. Давайте посмотрим. Суть вашего результата, да. У вас такое, знаете, это дворец воздуха, и это свобода какая-то. Вы должны, ваш конечный результат, он ведет вас к освобождению. Давайте посмотрим, к освобождению от чего? От чего вам нужно освободиться? Здесь долги, обязательства, кстати, перекликается с первым раскладом. Обещания и ответственность. Долги, обязательства, обещания, ответственность. Может быть, вы хотите куда-то убежать, переехать, где вы будете чувствовать себя свободны, где вы не будете преследуемые полицией, например, армией, военщиной, войной и так далее. То есть вы хотите освободиться именно от каких-то, может быть, угроз, может быть, преследований, да. Но смотрите, это идет под вашу ответственность, как говорится, под ваш страх и риск. Здесь коса, серп, здесь очень много мечей, мечи, серпы. Поэтому смотрите, какая-то угроза, и вашим результатом вам как минимум надо снизить риски. Лучший ваш результат – это свобода, без рисков, без каких-то, может быть, угроз, да. Да, здесь все по мечам. Смотрите, серп – это те же мечи.
Смотрите, здесь ваш результат – это там, где вы не рискуете, там, где вы срываете джекпот, но риски минимальные, там, где вы избегаете опасностей, и там, где вы освобождаетесь от страха, может быть, ваша операция хорошая какая-то должна пройти по удалению чего-то нехорошего. Она должна пройти хорошо у вас здесь, судя по картам. Карты очень хорошие. Несмотря на то, что здесь воздух, все, но все карты воздушные выпали самые классные. Смотрите, дворец мечей – это свобода разума. Шестерка мечей – это свобода передвижения. А вот это свобода мысли и действия. Это знание. Где-то, может быть, вы стремитесь, и ваш результат должен быть в том месте, где вы свободно можете читать, обмениваться информацией, свободой мыслей, да, свободой взглядов, и не осуждать ни себя за это, ни кого-то за это. Поэтому здесь еще и ваш конечный результат – это прощение и избежать наказания какое-то, да. Давайте посмотрим, какие еще результаты могут помимо этого результата, да. А еще результатом у вас может быть хорошие отношения, налаживание отношений, сближение, дружба и нахождение в конечном итоге себе человека свободного для таких честных отношений, каких-то легких отношений, романтичных и любовных отношений. Конечный результат у вас не только любовь и свобода, вот эти карты, которые я посмотрел, но это еще и обеспеченность, здоровье, богатство, успех, деньги, финансовый канал. Можно работать с открытием финансового канала. Для женщин очень хорошее это переезд и нахождение себя на новой должности, а также просто новая должность и новое дело. И еще результаты, конечно, любовь. Для мужчины это нахождение любви с женщиной, а для женщины нахождение мужчины, которого вы будете чувствовать, понимать, любить, беречь, дорожить этим человеком. Ну и, конечно, он будет отвечать вам взаимностью. Движемся с вами дальше, друзья. Давайте я эти карты буду все-таки убирать так, чтобы они мне не мешали. То, что вам нужно знать, ситуация номер 3. Здесь мы видим карты похороны или похорон украинскую. Смотрите, здесь о чем-то неизбежном. Вищі сили підписали эту карту, да, и озвучивают эту карту, як не намагайся, від смерти не втечеш. Да? То есть, что-то должно произойти, от чего вы не можете избежать. Вот давайте посмотрим самые главные аспекты, чего вам не избежать. Это может быть как в хорошем, так и не очень хорошем смысле этого понимания. Поэтому давайте, как бы какие плохие карты не выпадали, не падайте в обморок. Это будет вам как предупреждение, поэтому есть какие-то неотвратимые события, которые нужно будет либо предусмотреть, либо к ним подготовиться. Да? Первая карта. Вот от чего вам не скрыться? Вам не скрыться от чего-то долгожданного, от красоты и от чего-то хорошего. Вам не скрыться от своей цели. Окей, классно ведь, классно. То есть ваша цель достижима, и мужчина, который ищет себе красивую женщину, найдет ее, а женщина красота или красотка найдет себе то, что искала, и осуществит свою мечту. Что еще неотвратимо в вашей жизни? Страшный суд, вам придется от чего-то избавиться, очиститься, освободиться и искупить какой-то грех. Окей? Окей. Тоже не страшно, видите, и уже 2 старших аркана. Но еще не хватает одного старшего аркана. Давайте посмотрим. И здесь еще 3-й старший аркан. Вот смотрите, вы не просто так пришли сюда. Долгожданное событие в вашей жизни реализуемо.
И его как бы для того, чтобы оно произошло, нужно очищение, искупление грехов, исповедание, освобождение от всей скверны, духовный путь. И если вы долго ищете себя, свое предназначение, свое внутреннее искусство и родственную душу для того, чтобы реализовываться в ней, с ней, вернее, с этой душой, в этой реальности, в новой реальности, то после долгого пути, после избавления и искупления всех грехов и освобождения, очищения от всей скверны, чистота, абсолютная чистота и очищение, вы наконец-то найдете себя, свою цель, свое предназначение и свою родственную душу, которую ищете так долго, если вы действительно это ищете. Если вы пытаетесь от чего-то избавиться плохого, то да, вы избавитесь, но обязательно нужно покаяние. Вот такой вот месседж прекрасный. Что вы сейчас чувствуете, когда вы не убежали давайте с 4-го расклада, да? Напишите, пожалуйста, и вам выпало 3 старших аркана. Хорошо, расклад номер 5, и что вам важно знать прямо сейчас? А вам важно знать сейчас, что вам нужно найти путь, который требует наименьшего сопротивления. Это раз. Дальше вам нужно найти путь, которым вы меньше всего рискуете. Вам нужно найти путь самый короткий и самый безопасный. И вот давайте мы посмотрим, в чем вам нужно искать этот путь, в каких направлениях вам не нужно рисковать, вам не нужно идти в дальние дороги, а идти по короткому пути. Вам нужно, допустим, может быть, подготовиться и получить намного больше информации, чем вы располагаете. То есть, не знавши або не знайшовши броду, от не лізь у воду. Да? Є така приказка, не зная броду, не суйся в воду. То есть давайте посмотрим, в чем вам нужно быть подкованным по отношению, не зная броду, не лезь в воду. Первое. Если вы собрались переезжать куда-то, да, или ехать в какую-то дальнюю поездку, или менять место жительства, тщательно изучите то место, в которое вы едете. Возможно, или может быть этот путь, или это направление, или та реальность, в которую вы себя хотите погрузить, да, или перенести, телепортировать, это и есть телепорт. Но она может быть не такая радужная, как вам кажется, да, вот не буду называть там конкретные, допустим, моменты, да, вы сами знаете, это общий расклад, вы сами себе подберете свою ситуацию. Это раз. Дальше, не торопитесь с сексом. Здесь такой вот, если вас склоняют там, да, или наоборот подманивают, не торопитесь соблазнять кого-то, да, в том числе. Дальше, что еще тут? Вы что-то, мне кажется, печалитесь. Зря. Не надо печалиться раньше времени, если вы не имеете достаточной информации по поводу той печали, по которой вы опечалились. И выход рядом с этой печалью есть какой-то, да, то есть, скорее всего, та печаль, та тоска, по которой вы сохнете и вянете, она не такая уж и печальная или вообще не стоит вашей энергии, вашего внимания и вашей печали в том числе, да, как говорится. Давайте еще посмотрим. Будьте осторожны с финансовыми рисками, и, может быть, с какими-то финансовыми манипуляциями, особенно на расстоянии. Будьте осторожны с предложениями финансового характера, о которых вы мало знаете, не знакомы, с различного рода пирамидами там, да, или инвестициями, которые на расстоянии, которые вами вообще никак не контролируемы. Что еще важно знать? Не рискуйте с работой, с новой работой, особенно на дистанции, с удаленной работой, с новой работой, которой не знаете. Мужчина, который вам покажется очень резким,
мачо, очень сексуальным и будет склонять вас к сексу. Тоже не торопитесь с ним, особенно если он лев, стрелец или овен. Действительно, ваши печали, они немножечко накручены, поэтому постарайтесь разобраться с каким-то негативом и с тем, что вас печалит. Не торопитесь делать выводов поспешных и не печальтесь. Ну и финансовые риски у вас очень, давайте так скажем, финансовые риски очень рискованные. Да, тавтология, но в ближайшее время эти риски, они могут действительно вас очень сильно огорчить и очень сильно даже разорить или ударить вам по карману. Что самое главное из всего, что я здесь проговорил? Смотрите, рисковать не стоит. Фортуна изменчива. Если вы считаете, что вы сейчас на гребне волны, это значит, что нужно приготовиться, если не к падению с гребня волны, то к плавному скольжению и умелому лавированию по этой волне. Фортуна, как говорится, пачками не ходит. И все, что имеет конец, имеет начало, а все, что имеет начало, имеет середину и конец. Поэтому давайте так скажем. Если вам сейчас судьба что-то дала много, то не пытайтесь схватить все и сразу, и не пытайтесь получить еще больше, а лучше остановитесь и подумайте, как вы можете это приумножить в будущем, потому что нужно быть готовым к каким-то рискам. Ну, это как послание судьбы и послание Вселенной одновременно. А здесь на этом раскладе был еще и дух, который предупреждал о том, что нужно обратить внимание на вот эти аспекты особо внимательно. Да? Внимание особо внимательно или особо тщательно. Что ж, движемся с вами дальше, друзья. Следующая информация касается какого-то мужчины. И мужчины, который борется, сражается, бьется. Может быть, он полицейский, военный, на службе, в общем, козак. Козак не боится ані хмари, ні грому. Є така приказка. Ну, давайте посмотрим, что вам важно знать об этом мужчине. Какая потоковая информация вам пойдет о этом мужчине? Какая потоковая информация пойдет вам об этом мужчине? И смотрите, мы сегодня работаем методом исключения карт. И здесь в колоде все меньше и меньше карт. Мужчина отдаляется, если не уходит. Мужчина склонен к поражению, может быть склонен и к предательству, поэтому доверять этому мужчине не стоит, и не стоит торопиться, нужно проверять, и нужно быть предельно аккуратным. 13-й аркан рядом с этим мужчиной, поэтому если он вам дорог, подумайте о том, как вы его можете защитить на физическом и на метафизическом уровне. У мужчины могут быть проблемы, мужчина может быть на отдалении от вас. Мужчина может быть в месте ограничения свободы передвижения и свободы воли. У мужчины могут быть серьезные проблемы со здоровьем, серьезные проблемы. Мужчина может нуждаться в лечении, но лечить себя не может. Мужчине есть угроза 13-го аркана. Очень такой тяжелый расклад идет по этому мужчине. Над мужчиной луна и темные силы. Возможно, с вами выходит на связь мужчина, который ушел от вас или ушел в другой мир. Он хочет, чтобы вы берегли свое здоровье, берегли свою жизнь и береглись от темных сил. Этот мужчина, если он не с вами, то он за вами скучает, тоскует. А если он ушел в другой мир, он хочет, чтобы вы жили долго и счастливо и берегли себя. Этот мужчина действительно, скорее всего, связан с оружием, со службой, с войной, с полицией, с правосудием и так далее. Этот мужчина может быть на войне, он может быть
принципе, здесь, ну, тут любые знаки зодиака, они намешаны здесь. Но это что-то, вот поток информации для вас, да. Это какое-то предупреждение идет от мужчины. Особенно по 13-му аркану, по Луне, по 5-му мечевому, по здоровью, по разрыву отношений. Мужчина хотел бы, если он вам шлет какое-то послание, изменить, чтобы вы изменили свою жизнь к лучшему. И, скорее всего, вам с этим мужчиной что-то изменить будет очень нелегко. Надежда есть, надежда остается. И шансы есть, и шансы остаются. Девятка кубков, ну, здесь такое, что как бы мужчина, вроде бы как с мужчиной все хорошо, поэтому вот эти 4 карты, они просто говорят о том, что мужчина хочет тебе сообщить, где бы он ни был, в этом мире или в другом, с ним все хорошо, за него не нужно беспокоиться. Тебе стоит переживать за себя, о себе, и если этот мужчина, ну, где-то в этом мире, то у вас еще есть шансы с ним наладить и сделать что-то хорошо, да, вот, ну, наладить судьбу и улучшить ситуацию, да, наладить ситуацию к лучшему. Ну, здесь нужно вам прикладывать все свои силы, все свои ресурсы, интеллектуальные, физические, финансовые, и подключать к этому, возможно, тех людей, которые компетентны в тех вопросах, которые актуальны для вас в отношениях с этим мужчиной. Услышимся. Пока.